Друзья, всем привет! Вы часто спрашиваете меня рецепты приготовления чего-нибудь очень простого, желательно без глютена, без лактозы. Сегодня я вас порадую. Мы приготовим вот такое шоколадное печенье брауни без лактозы, без глютена. Готовы? Тогда давайте скорее на кухню будем готовить. 100 граммов черного шоколада, 70%. В принципе, вы можете выбрать и ниже процент. 50 граммов кокосового масла, 100 граммов тростникового коричневого сахара, 50 граммов яйца, 5 граммов разрыхлителя, буквально 1 грамм соли, 20 граммов какао-порошка, лучше использовать алкализированное какао, и 70 граммов клетчатки кокоса. Кокосовая клетчатка, еще ее называют шрот или жмых. Это остатки кокосовой стружки после отжима масла. Шоколад соединяем с кокосовым маслом. Вы можете растопить, как вот я сейчас в микроволновке, так в принципе и на паровой бане. Прогрела, перемешиваю до однородной консистенции. У меня сейчас кокосовое масло горячее, поэтому оно дотапливает мне шоколад. В миску отправляем яйцо, сахар, перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто перемешать. Сюда же отправляем соль и, используя сито, какао-порошок и разрыхлитель. Если мы говорим о том, что десерт у нас без глютена, то есть без муки, обратите внимание, чтобы муки не было в разрыхлителе. Перемешиваем. Сюда же отправляю подготовленный заранее шоколад с кокосовым маслом. Перемешиваем. И кокосовая клетчатка. Вот так она выглядит. Она может быть как такими пластиночками. Если она в пластинках, то можно эти пластинки чуть-чуть размять. Но в принципе мне не мешает то, что она в пластинках. Иногда может быть такая больше к порошочку. Отправляем сюда. Перемешиваем. Сейчас масса наша довольно-таки жидкая, она может растекаться и не очень удобно ее отсадить на пергамент для того, чтобы выпекать. Я рекомендую вам накрыть ее пленкой плотно в контакт и убрать буквально на 20-30 минут в холодильник. Кокосовое масло станет плотнее и клетчатка набухнет, текстура будет плотнее у самого теста и легче тогда будет отсаживать его и выкладывать его на пергамент. Масса стала плотной. Так, можно взять пластиковый скребок. От тепла рук она сразу моментально начнет прогреваться. Мы сейчас будем ее формовать. Поэтому не переживайте, если она слишком плотненькая у вас. Противень, пергамент. Духовка у нас включена на 170 градусов. Так, ложка. Сформировали такой шарик. И чуть-чуть его приплюснули. Оп. Он в духовке растечется немножко. Так что расстояние пусть у вас сохраняется, хорошее расстояние. Так. Отправляем наше печенье в разогретую до 170 градусов духовку буквально на 12, максимум 15 минут. Печенье брауни у нас уже готово. Оно провело в духовке 13 минут, этого достаточно. Теперь оно должно полностью охладиться, и я вам рекомендую отправить его приблизительно на час в морозильную камеру. Так печенье будет намного вкуснее. Для того, чтобы наше печенье брауни выглядело более привлекательным, а точнее еще более привлекательным, можно присыпать его тонким слоем
сахарной пудры, совсем чуть-чуть. Вот такое печенье у нас получилось. Аромат стоит, и я вот просто выдирала тут у своих котов и сожителей это печенье для того, чтобы успеть показать его вам. Я уверена, рецепт вам понравится, будет полезным и интересным, а больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах. Подписывайтесь на канал Лиза Глинская «Готовим вместе», комментируйте и давайте готовить вместе.